Привет! В этом видео я вам покажу, как мы можем сделать вот такую вот елочку из стекла и дополнительных других материалов, которые также интересно выглядят. Первоначальная идея принадлежит вот этому человеку, у которого была вот такая вот елка с таким рендером, но я решил просто ей изменить материал, но в целом придерживаться того же принципа, как она выглядит изначально. И в конечном итоге у нас получится что-то типа вот этого. Давайте начнем. Начнем с нового файла. Первоначально, что нам нужно сделать, это включить аддон, который называется Extra Objects. Собственно, пишите extra в аддонах и включайте Extra Objects. Нам это понадобится, чтобы сделать звезду быстрым способом. Что мы делаем далее? Далее мы создаем обычный circle, кружочек этот, и просто выдавливаем плюс-минус вот так вот по высоте. И затем мы его сужаем, ну и примерно делаем первоначальную форму для нашей елки. То есть, ну, плюс-минус. Я думаю, что-то такое. Еще в конечном итоге это, наверное, будет поправляться. Применяем Scale, Ctrl-A Scale. Затем, что мы делаем? Нажимаем двойку, чтобы выбрать выделение по ребрам. И будем делать вот эти вот разнобойные штуки. Сейчас будем просто нарезать. Буквально выделяем две линии, например, какую мы хотим, чтобы была по ширине. Например, вот эти деления. И нажимаем V, чтобы отделить. Теперь, если нажать L, то это уже отдельная часть. Продолжаем. V. Затем я хочу, чтобы была еще такая плюс-минус широкая V. Затем совсем маленькая. Нажимаю V опять. Так, а ну смотри, что это за кусок у меня. Ага, достаточно большой, поэтому можно вот так вот отделить. Сколько там осталось? Вот столько. Троечку давайте сделаем. И так, сколько здесь? Ну и можно, в принципе, вот здесь вот. И, и вот здесь вот. В итоге у нас получилось нарезать на вот такие вот части это начало нашей елки. Не забываем сохраняться. Shade Smooth. И в Normals ставим Auto Smooth. Вот, тут даже видно, на какие части мы это все нарезали. Что мы делаем далее? Далее нам надо немножко их раздвинуть. Выбираем трансформацию по нормалям. И давайте двигать L на какую-то часть, G, Z и вот сюда, например. Чуть-чуть сюда. L, G, Z и чуть-чуть утопим. Пусть вот этот кусок остается. Ну, давайте его тоже немножечко по Z поднимем. Вот этот мы опустим куда-то сюда. Вот этот кусок пусть остается на месте. Выделяем вот этот вот тоже вниз. Буквально немного. Вверх. Ой, так лишнее выделил. Вверх. Пусть посильнее вниз пойдет уже. Вот эта штука тоже вниз. И, в принципе, на вот такие вот вещи мы нарезали наш вот этот вот кружочек. Применяем все трансформации, Set Origin геометрии. И теперь нам надо сделать их потолще. Добавляем модификатор Solidify. И добавляем толщины. Но, наверное, добавим мы вовнутрь ее. Где-то вот такой толщины, я думаю, нам хватит. Затем добавляем Bevel и Subdivision Surface. В профиле Shape на максимум. Можно еще, в принципе, добавить еще одну итерацию Subdivision и еще один сегмент к Bevel. Так, Shade Smooth мы уже делали, поэтому, в принципе, это то, что нам нужно. Можно, конечно, поработать, например, над тем, насколько будут мягкие эти углы. Они не обязательно должны быть такими мягкими или, наоборот, помягче их сделать. Ну, давайте чуть-чуть более острыми мы их так, ну, где-то вот такими сделаем. Пусть вот так вот они и будут. Что мы делаем далее? Далее Shift-D. Скейлим. Так.
Тут смотрим, чтобы оно плюс-минус там состыковывалось. Вращаем по Z, чтобы как-то поразнообразнее это все выглядело. И теперь в режиме редактирования выделяем верхние точки и их немножечко вверх и немножечко сужаем. Применяем Scale. Затем еще раз дублируем, еще раз скейлим. Так вот примерно выравниваем. Плюс-минус. Еще немножко вверх, еще скейла. Применяю Scale. Вращаю как-то вот так вот. Нет, вот тут слишком похоже, поэтому вот так вот сделаю. И затем делаю новый объект, конус. Ставлю его вот сюда наверх. Так. Как-то вот так вот. Затем вот эту верхнюю часть я ее вниз опускаю, чтобы был вот такой вот прямой угол, ну плюс-минус. И делаю Ctrl-B. Вот так вот. Ну, можно один сегментик добавить сюда. Вот так вот сделаем. Shade Smooth. Так, Auto Smooth. И Bevel. Subdivision. Один Bevel еще. Один Subdivision еще. И получился такой вот конус, который надо еще, наверное, увеличить чуть-чуть. Что мы делаем далее? Далее мы правим форму, потому что она мне не совсем нравится. Я думаю, что ее можно сделать посимпатичнее. Например, вот тут подскейлить. Можно сделать ее более утонченной, что ли, вот эту нашу елочку. Поэтому давайте просто будем этим заниматься. Вот так. Тут расширяю. В принципе, тут оно не обязательно должно быть таким широким. Чуть-чуть уменьшить. Хотя нет, пусть... Ну, плюс-минус. Вот так вот. Применяем Scale. Чуть-чуть уменьшаю. Scale. Тут более узко делаю. Так. И смотрю, как будто бы форма нормальная. Ну, наверное, просто все равно до сих пор еще широкая получается елка в самом основании своем. Поэтому я буду ее уменьшать и применять параллельно Scale. Так, здесь вот так. Так. В принципе, можно просто уменьшить вот так вот. Применяю Scale. И тут уменьшить и вниз вот сюда посадить. Так. И, наверное, надо вот эту верхнюю часть ее повыше и сузить. Я думаю, где-то так. И тут то же самое сделать именно с верхушкой вот этой вот. Ctrl-A Scale, Ctrl-A Scale. Так, нет, пусть будет. Ну, тут я сильно его сузил. Ctrl-A Scale. Так. Сейчас мы работаем просто над формой нашей елки. Вниз, и можно поднять немножко вот эту часть. Применяя... Ой-ой-ой. Давайте лучше не будем применять, пусть она вот так вот остается. Так, что здесь? Тут слишком много пространства. Все же стоит уменьшить. Тут, в принципе, нормально. Тут надо просто посадить его. Так, хорошо. Вроде как по форме меня устраивает. Но опять же таки вы можете форму дорабатывать, как она вам больше нравится. Делаем далее наш вот этот вот вазончик, что ли, для самой елочки. Делаем мы его из цилиндра. Так. Плюс-минус вот так вот. Extrude S. Extrude. Можно тоже S. Inset. Extrude по Z. Можно подскейлить еще. Extrude S. Extrude. Ну, просто через Extrude делаем этот вазончик. Опять же таки, вы можете его делать таким образом, чтобы он вам нравился. То есть за мной повторять не обязательно в этом плане. Тут можно проявлять спокойно свою креативность. Так,
что получается? Он как будто слишком такой зауженный, поэтому я его вот так вот ему сделаю. Чуть-чуть пониже здесь. Так, и, наверное, вот тут поуже. Так, а вот тут... Ну, в принципе, вот здесь, я думаю, нормально. Надо только вот здесь вот уже сделать, чтобы оно лишнее выделилось. В целом, я думал долго достаточно, что можно сделать на Новый год, но с такими выключениями света, как у меня, когда у тебя буквально есть свет, не знаю, 3, 4, 5 часов, когда как повезет в день, сложно что-то особое сделать, поэтому... Но я думаю, что в любом случае этот урок не будет лишним на ютубе, и многим понравится конечный результат. Так, давайте вот тут уменьшим, и вот что-то такое, можно чуть пониже, применяя scale. Затем нам надо сделать его тоже толще, вазончик этот Solidify. Solidify делаю вовнутрь, Bevel, Subdivision Surface. Так, можно еще один subdiv накинуть. Тут можно вот так вовнутрь. Так, секундочку назад. Сделать чуть поменьше. Еще раз Inset. И в центр. Давайте накинем еще один Bevel. Хотя нет, вот здесь один Bevel. Здесь Bevel не поможешь. Давайте вот тут просто добавим кольцо и сделаем вот такую вот форму. Интересно. В принципе, пока что я доволен вот этим вот горшочком, поэтому пусть будет. И добавляем просто цилиндр как основание. Его почти видно не будет, но пусть здесь находится. Применяю Scale, Shade Smooth и в нормалках выставляю Автосмув. Так, хорошо. Давайте вот так вот повыше чуть. Затем можно добавить камеру. Переключаемся на вид спереди. Добавляем камеру. Ну и отодвигаем. Ой, выключаем, кстати, вместо нормалок на Global, чтобы оно не мешало нам. Так, и ставлю сразу формат 1200 на 1200. Что нам нужно сделать далее? Далее было бы неплохо... Вот, кстати, заметил. Было бы неплохо чуть-чуть вот тут поправить. Примерно вот так, я думаю, да. Все. Елочка немножко мне мулила по своим формам. Так, применяю скилл. Да, что нам стоит сделать далее? Далее мы делаем пустой объект куба. Все выделяем. Главное, чтобы кубик у нас осветился желтым, а не оранжевым. Ctrl-P. Object. И теперь мы можем вращать вот эту елку удобным образом. Далее выбираем форму. Да, я забыл, у нас же еще звезда. Звезда достаточно быстро делается, поэтому, так как у нас аддон уже включен, если вы зайдете в Mesh, в Extras, здесь будет Simple Star. Simple Star, который мы перевернем. Вот так вот покрутим. Например, до таких вот размеров. Сузим его чуть-чуть. Применим Scale, Bevel, Subdivision, как обычно. Стандартная связка. Shade Smooth. По 2 итерации. И можно, в принципе, сделать не таким вот гладким. Можно вот таким вот сделать. Ну и наденем вот так вот посильнее. И тоже Ctrl-P, Object. Все. Это у нас есть. Теперь давайте выставлять форму. Вращаю я... Так, вот я думаю вот так. Затем вот так. И тут сейчас нам надо будет вытянуть посильнее наш горшочек, побольше, я думаю, его сделать. Да, потому что его там почти не видно. В принципе, сюда же эту палку. Мне бы хотелось, наверное, его еще повыше поднять, где-то вот так вот. Тут можно чуть-чуть вот так его показать. Елочку чуть-чуть вот так. В общем, выбираем пока что наиболее презентабельный вид для этого всего. Давайте поближе чуть-чуть камеру поднесем мы. Даже не поближе, а вот наоборот, дальше. И в
здесь focal length мы поставим, ну, примерно 85. 85 плюс-минус по центру. Так, двигаем. Работаем над композицией, что ли, елочки, над ее выравниванием. Тут не принципиально то, что здесь ничего нет, его все равно не будет видно. Хорошо, сама елочка у нас есть. В принципе, с этого вида можно ее и поправить окончательно, потому что это, по сути, финальный вид, который мы будем видеть. Поэтому давайте сделаем это, пока у нас есть такая возможность. Так, вот это все надо опустить. Так. Так. Вот так вот. А со звездой так просто не получится. Давайте вот так вот. Просто ее наденем. Все? Да. Так, хорошо. Это есть. В принципе, по композиции, по размерам я с этим согласен. Но только тут вот такая прямая линия получается. Она мне не нравится. Давайте покрутим вот так вот. Хорошо. Ну, тут, в принципе, можно чуть-чуть пошире. Применяем скилл. В принципе, мы можем вскоре перейти уже к материалам. Наверное, только последнее это сделаем еще вот так вот. Так, а ну-ка смотрю. Да, так намного лучше, на мой взгляд. Двигаемся дальше. Нам нужно сделать материалы и освещение. Предлагаю начать с легкого освещения, просто чтобы видеть, что мы делаем. Добавляем сюда, в вот этой вкладке мира, по-моему, в Surface, да? Нет, не в Surface, в Color. В Color Environment Texture. И начинаем крутить HDRI карты. Нам, в принципе, ну, нет разницы, что это будет за карта. Я думаю, это больше подходит под ваш вкус. Что вам больше понравится, то вы можете использовать. Но я буду использовать карту Studio Small 0.9 2К расширение. HDRI карта я качаю на сайте HDRI Heaven. Ну уже там Polyheaven. Да, уже на сайте Polyheaven. Поэтому можете ее прям по этому названию найти. Ставим Cycles, GPU, Denoise. Смотрим, что у нас есть на данный момент. Есть вот такая вот уже симпатичная елочка. Что мы делаем далее? Далее мы включаем во вкладке Film, Transparent. И вот так вот оставляем. Затем мы можем чуть-чуть сильнее сделать, например, 1.1. И я сразу же поставил бы в рендере здесь 256, ну просто чтобы не забыть, вы тоже можете поставить, чтобы потом это все отрендерить. Затем давайте потихоньку делать материалы. Переходим в вкладку Shading. Здесь мне это делать в целом удобнее. Так, давайте сделаем сначала для вот этого горшка нашего. Это будет с стеклом. На самом деле ничего особенного, просто выкручиваем Transmission, Roughness на 0.1 и убираем цвет. Так, оп, подтормозило. Выбираем цвет. Я возьму что-то типа этого. И сразу же хочу заметить то, что я буду делать еще вот такое вот телодвижение. Делаю Area Light. Выделяю с шифтом кубик. Copy Rotation. К слову, да, еще надо вам включить аддон, который называется Copy. Так, Copy Attributes меню. И тогда у вас появится только что то, что было у меня только что. Вращаем, ставим вот таким вот образом. И можно, в принципе, поработать над силой света. Где-то вот так вот. Сделал бы я чуть-чуть еще порозовее. Ну, где-то вот пока что вот так вот. Что мы делаем далее? Далее давайте сделаем материал для звезды. Выкручиваем металлик, roughness ставим на 0.4 пусть будет. И берем такой плюс-минус золотистый цвет. Ну, где-то вот такой, я думаю.
И опять же таки делаем определенное телодвижение с point light, который мы радиус ему уменьшаем и двигаем прямо перед этой звездой. То есть куда-то вот сюда. Давайте рендер включим. И вот у нас есть такая вот интересная подсветка здесь. И затем я делаю Real Light еще один. Копирую поворот. Поднимаю по локальным координатам Z. Ставлю сзади звезды. Давайте вот так вот. И вот теперь у нас, если мы спрячем, вот тут пока что так плоско, а вот теперь есть какой-то контур. То есть вот такая вот интересная подсветка. В принципе, силы 15 нам должно хватить с головой пока что. Пока так и есть. Можно попробовать еще равно здесь уменьшить до 0,3, например. Но нет, тут уже слишком металлическое. Пусть будет вот так вот. Я бы сразу накинул этот материал на какие-то из вот этих двух плиточек. Так, одну секундочку, проверю кое-что. С этим все нормально здесь? Да. Проверил размещение, скажем так, вот этих плиточек. Я бы еще чуть-чуть покрутил до вот такого состояния, чтобы вот эти две плитки перекрасить. Что мы делаем? Мы нажимаем в режиме редактирования. Нет, сначала мы делаем просто материал. Просто материал. Нам нужно сейчас будет несколько материалов накинуть на один этот объект, поэтому да. Добавляем просто материал. И плюсик, это будет у нас стекло. И еще один материал. Это и будет наш металлик, но мы уже его сделали. Я почему-то новый материал сделал, просто его выберем вот здесь. И теперь L на вот этом объекте. Еще раз L сюда можно, например. И нажимаем Assign. Теперь у нас вот здесь вот такой вот интересный металлик, который мы можем, в принципе, сделать чуть-чуть более желтым. Где-то вот так вот. А вот этот вот обычный материал, это будет у нас стекляшка. Это будет просто стекляшка, который мы выкрутим Transmission. Roughness поставим на 0,2. И, в принципе, выберем ей цвет такой плюс-минус более красненький где-то вот. Что-то такое. По-моему, тут заходит стекляшка, кстати, это Да, заходила в тот материал, поэтому тут надо с этим быть поаккуратнее. Давайте его лучше заскейлим, чтобы оно друг на друга не налезало. Вот, плюс-минус вот так вот. Так. И, наверное, более светленьким сделаю. Каким-то вот таким. Сейчас мы еще будем добавлять дополнительные источники света, и оно преобразится. Затем я бы, наверное, все-таки взял и увеличил вот эти два момента. Вот эту бы штуку еще сильнее даже. Так, а звезду давайте переставим. Так, переставим. Ну, где-то вот так вот. Выберем ей вот этот вот красный материал, который мы только что сделали. Только мне не нравится то, что тут такой вот засвет идет. Именно от вот этого источника света. Может быть, имеет смысл чуть-чуть его приподнять. Или это не от него? Нет, это не от него идет, это у нас... это у нас просто отражение. Хорошо, давайте тогда просто пока что дальше двигаться. Так, что мы делаем затем? Затем мы делаем новый материал для вот этой верхушки. Transmission выкручиваем. Roughness на 0,2. И это будет у нас вот такой вот розоватый материал. Затем, что мы можем сделать? Мы можем, опять же, нажать плюс, новый материал, еще раз плюс, выбрать здесь вот это вот золото, которое мы делали, и выбрать с помощью L вот эти два объекта, сделать assign, и теперь сдублировать этот вот материал и выбрать ему такой красненький цвет. Так, но сейчас нам надо будет дорабатывать это все дело. Пока что оставим так, до того, пока мы не сделаем
материалом, потому что это очень важно. И я только сейчас вспомнил то, что у нас, оказывается, еще были такие сферы, которые напоминали нам какие-то игрушки, поэтому давайте их быстро сейчас сделаем с помощью обычных сфер, Shift Move, и давайте их расставим быстренько. Быстренько расставим куда-то сюда. Где-то вот здесь. Ой. Так, вернуть. Случайно не туда сделал. Не туда закинул 3D курсор. Курсор to World Origin. Да. Shift-D. Так. Ну, плюс-минус вот так вот. Дублируем куда-то. Сюда ставим. Просто вручную это все. Магнитом я пытался это делать, но было не сильно удобно, если честно. Поэтому пока думаю, вот так будет лучше. Так, ой, сюда. Дублируем шарик вот сюда. Ну и, в принципе, вот это место такое, оно пустоватое, поэтому можно еще сюда закинуть его. Все. Шариком мы разбросали. Класс. Теперь будет смотреться все куда симпатичнее. Что мы делаем далее? Какие у нас далее планы по освещению? Нам надо сделать, даже не сделать, давайте просто скопируем вот эти источники света, Shift-D, покрутим их. И вот поставим, так, и вот сюда поставим, подсветим вот эту вот сторону. Как по мне, когда я это сделал, оно стало смотреться лучше, более таким вот объемным, опять же таки. Так, теперь надо его растянуть вот так вот, чтобы это была ровная полоса вот здесь вот. Можно даже, так, можно даже ближе чуть-чуть его пододвинуть и, наверное, поуже слегка. Вот как-то так. Пока что так. Пока что так. А затем этот же источник света мы дублируем. Оттаскиваем его. И вот здесь вот просто скейлим. И сейчас будем подсвечивать вот эту вот область, чтобы оно не смотрелось таким вот плоским. Уже стало немножко получше с помощью вот этой полоски, которая у нас появилась здесь. Теперь давайте его сдублируем. Так. И разместим вот здесь же. Так. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Ну и, конечно же, надо усилить это все. А, да. Тут то же самое, но... Так, например... Ой, 500 это слишком много. Давайте 150 тоже. 100 просто. Тут надо вот сейчас определиться с тем, какие у нас силы здесь будут. Ну, наверное, я бы просто пока что увеличил его вот таким вот образом. Так, а вот здесь... А вот здесь получилось как-то даже сильно, я бы сказал. Можно, в принципе, ее чуть подальше отодвинуть. Плюс-минус вот так вот. И теперь я бы еще посмотрел, как будет это все смотреться дело с белым фоном. Потому что там же тоже есть определенные условности с тем, что просветы будут посветлее. Вот, поэтому я бы, наверное, его добавил. Но я бы его скрыл в целом от камеры в Visibility. Я бы его скрыл от камеры. Да. Тут теперь можно сделать вот этот розовый менее таким вот мягким, но даже чуть-чуть более понасыщенным. То есть началась вот такая вот игра с цветом, с вкусом, не знаю. Поставил бы 0.2 сюда все-таки. Так. Так. Что у нас здесь? Можно чуть-чуть увеличить.
Это буквально пальцем в небо, вот эти все подборки по цветам. Так, так. Смотрим, может у нас будет чуть более интересный результат, если мы будем по-другому это все делать. Так, ну нет, 0,2 здесь хорошо, в принципе, было. Пока вот пусть так остается. А, затем что? Затем я бы продублировал вот этот, наверное, блестящий материал еще на вот эту плитку. Так, еще на нее. Sign. Только тут она как-то темновато смотрится. Может, даже какой-то другой материал. Давайте. Может, тут. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, плюс. И вот сюда. Да. Может быть, вот так вот. А затем на место вот этого белого материала, чтобы все остальное заменить, мы выберем вот этот, который сверху. И он, конечно, это, конечно, стекло, но оно все равно создает вот такие вот интересные отражения. Потом на некоторые шарики мы, в принципе, можем уже накопировать нашего вот этого желтого золота. Не знаю, как это еще по-другому назвать. Давайте, да, все выделим. Ctrl-L, Link Material. Оно скопировало этот. Ладно, тогда просто все выделим, которые мы хотим сделать золотыми. Ctrl-J. И выберем здесь золото. Буду его называть условно золотом. Затем я бы взял 3 вот этих вот шарика, тоже Ctrl-J. И затем здесь бы выбрал, наверное, розовое стекло. Давайте посмотрим, как оно будет выглядеть. В принципе, достаточно приятно. Может, вот это красное лучше? Нет, по-моему, розовое было лучше все-таки. И на вот эти два кружочка мы можем тоже Ctrl-J и сделать новый материал. Даже нет, не делать, а вот этот красный. Я вот хотел вот этот красный, который напоминает тоже какую-то новогоднюю... не игрушку, а как она там называется. Ну, шарик, в общем, новогодний вот этот вот. Так, затем что? Затем меня смущает немножко, если честно, вот этот вот момент. Я не до конца понимаю, что оно просвечивает. Может быть, это проблема с нормалками. Я предполагаю, что это так есть. Применю scale. И вот здесь вот... Нет, все-таки оно вот хочет так сделать, поэтому ладно. Ой, так, для меня просто не совсем понятно, что оно вот здесь вот преломляет. Там как будто бы что-то белое на фоне. Это какой-то источник света, я предполагаю, да? Да, все, вот этот источник света. Хорошо. Ну, хорошо, что мы это поняли. Поэтому давайте его назад тогда, что ли. Но чтобы не потерять вот этот вот эффект именно на самой звезде. Я думаю, оно его, в принципе, немножко подсвечивает. Можно пока что оставить вот так вот. Потом что? Потом вот здесь, мне кажется, как будто бы слишком ярко получилось. Наверное, стоит все-таки уменьшить эффект. Давайте 50. Так. Так. Ой-ой-ой. S. Вот так вот по Y сожмем. Ну, где-то вот так вот. Вот тут вместо такого красного, может быть, стоит даже выбрать чуть более розовый. Так, я не для того материала, да, выбираю. Давайте выберем нужный материал. Ну вот, какой-то вот такой вот цвет. Потом вот здесь вот, это вот этот материал. Давайте его сделаем тоже чуть более розоватым. Где-то вот таким вот. Вот тут вот этот материал, как будто бы ему не хватает рафнесса. Не, 0,4 это много. Давайте Transmission Roughness 0,1. И вот этот Roughness 0,3 родной. Так. Хорошо. Что у нас есть здесь? Давайте Ctrl-T. Это аддон Node Wrangler. Собственно, я думаю, что вы с ним знакомы. Если нет, то в Preferences Add-ons пишем Node Wrangler и включаем его. Затем нажимаем Ctrl-T, и вот такие вот штуки появляются. Что мы можем сделать здесь? Здесь мы можем, в принципе, посмотреть, как лучше покрутить нашу GRI-карту, чтобы сделать это все более презентабельным.
Давайте пока покрутим просто как есть. 120. Может быть, что-то будет смотреться лучше. Но как будто бы я вот сейчас кручу, не то чтобы сильно становилось оно лучше. Давайте попробуем другую карту. Ой, ту же самую взял. Так, хорошо. Вот это может быть. Ну, интересно, оно все дает интересные эффекты. Но я думаю, раз уж я уже решил использовать ту карту, пусть будет она. Но тогда нам надо взять и сделать вот следующие действия. Это в Color Management поставить High Contrast. High Contrast это сильно. Medium High Contrast, да. И в кривых мы теперь возьмем и перетащим примерно вот таким вот образом. И, наверное, подкрутим экспозицию. Но я вот думал, чтобы сделать в целом это все светлее. На 0,06 давайте для начала. 0. Или может просто 1. Вот как-то так. Оно как будто бы кажется, кстати, все слишком насыщенным, вот по ощущениям моим. Может быть, тогда стоит просто взять и источники света вот эти немножко подуспокоить, потому что вот тут слишком ярко у нас получилось. Давайте 100. Давайте увеличим 100. В принципе, оно стало немножко попроще. Теперь нам надо добавить еще один источник света, который мы закинем вот сюда вовнутрь, чтобы подсветить вот это внутреннее стекло. Shape диск. И давайте вот так вот его опустим. Скопируем Ctrl-C, Copy Location. Все, мы скопировали позицию, и она где-то вот внутри, да? Да. Давайте его вот сюда вот наверх и под скейлю. Теперь увеличиваем силу. Так. Ну, как будто бы получилось... Как будто бы, кстати, нормально. Вроде бы сила нормально. Можно тут, кстати, цвет еще выбрать. Можно оставить какой-то красный. Плюс-минус красноватый. Так, еще бы немножко подкорректировать все вот эти цвета. Потому что тут немного есть работы именно над самим материалом. Так, да, вот Transmission Roughness 0.1 добавили, стало, как по мне, поприятнее. Потом вот этот вот розовый цвет. Так, может быть, чуть-чуть вот на эту сторону закинем. Ну, вот не знаю пока как лучше, но пока пусть будет вот таким вот. И давайте возьмем вот этот вот розовый материал. Это он, да? А ну-ка. Да, это он. Это стекло вот это. Тут мы, наверное, для ведра просто продублируем этот материал, чтобы лишний раз его не портить, как-то не менять. Изменю на розовый. И вот эту нижнюю подсветку сделаю на 10. Может, немножко опущу. Вот сюда. И я бы продублировал для вот этой белой штуки, продублировал бы этот материал. Как-то вот так вот. А затем все-таки бы пошире сделал. Чуть-чуть подальше, я думаю. И, в принципе, можно так скопировать и с этой стороны. Но немножко вниз опустить и взять силу уменьшить до 5. Но даже 5 много, как будто бы 2. Вот. И оно теперь с двух сторон подсвечивается, как по мне, достаточно симпатично получилось. Можно пробовать разные эффекты. Сюда не обязательно вот этот вот розовый, что ли, закидывать. К слову, если мы thickness наружу сделаем, будет ли симпатичнее? Нет, там почти ничего не поменялось, поэтому ладно. Пусть оно такими и остается. Так, хорошо. Что у нас есть? Смотрится немножко насыщенным, как по мне. И ему надо поправлять именно сам контраст, вот по моим ощущениям. Хотя как будто бы оно уже плюс-минус почти то. Давайте вот чуть-чуть подальше.
Так, я вроде бы больше никаких источников света не забыл. Вроде как все, что здесь надо было добавить, я добавил. Но, может быть, нужен другой вот угол поворота для HDRI карты. Сейчас узнаем. Итак, я быстренько проверил файлы и понял, что это просто, скажем так, у нас сейчас будет небольшая дополнительная работа по самим материалам. Так, это какой я материал сейчас кручу? Не могу совсем, не могу понять. Roughness, ага, вот. Можем вот так вот что-то вот такое оставить. Мне кажется, так будет лучше. Потом вот этому материалу я бы сделал не такую насыщенность, скорее что-то вот такое. Да, оно уже получше становится в целом, поэтому вот тут у нас небольшое месиво получилось из вот этих вот материалов. Они немножко похожи между собой, поэтому можно вот так вот вручную и поддергать. Где-то вот так вот. Вот это, так, розовый материал, в принципе, roughness на 0,3. Да, ведь давайте 0,3. Но можно чуть более красным его сделать. Ну и насыщенным. То есть где-то вот так вот. Я думаю, вот так вот будет неплохо. Я немножко медленно разговариваю, потому что в процессе думаю, все вспоминаю, просто чтобы лишнее время на это все не тратить. Так, ну и в принципе, что я могу сказать? То, что по HDRI карте у нас все нормально. Здесь у нас тоже все нормально. Давайте, может быть, чуть-чуть сюда. И вот здесь вот roughness все-таки до 0,3 подтянем. Тут можно сделать немножечко более красным. В целом, вы можете даже, ну, не обязательно прям все вот это повторять, потому что, опять же таки, это просто игра с материалами. Так, экспозиция 0.8. Ну-ка, давайте high контраст попробуем. Нет. Medium high контраст. И вот тут все-таки не так низко. Да, и вот так вот оно стало смотреться в целом намного лучше. Я бы, может, еще только сделал вот тут одно деление, которое бы я взял и вытащил наверх с помощью нормалок. То есть даже на этом этапе приходится вот такие штуки делать, чтобы получилось потом как можно симпатичнее. Да, и оно стало здесь, ну, таким более разнообразным и, как по мне, даже более приятным, что ли. Ага. Так, внутри там был, я помню, у нас еще источник света. Вот где же он там у нас находится. Вот он. В принципе, он может подсвечивать чуть более розоватым. Где-то вот, ну, вот таким, я думаю. Что у нас еще осталось? В принципе, он roughness 0,4. Нет, это не сюда. Это не сюда. Так. Думаю, как-то плюс-минус вот так. Меня только вот этот материал смущает немножко. Так, это у нас какой? Ага, это вот этот. Ну, к слову, можете даже синим сделать, выглядит все равно классно, как по мне. Я бы здесь просто взял, наверное, для вот этого выбрал вот этот, может быть. Вот так, или. Или красный, который у нас был здесь. Нет, здесь просто света почти нет, поэтому оно плохо там все это видно. Но тогда, если здесь плохо видно, можно добавить, в принципе, один point light сюда, чтобы он подсвечивал вот эту вот область слегка совсем.
где-то вот так вот, чтобы вот эту часть взять и подсветить. Так. В принципе, ага. Что у нас тут? В принципе, с этим все нормально. Вот такая вот елочка у нас получилась. Опять же таки, вы можете экспериментировать с материалами, с какими-то другими деталями, чтобы в конечном итоге получить вещь, которая будет смотреться еще лучше, еще интереснее. Может быть, я вот здесь вот немножко перебрал с толщиной. Так, ну, я думаю, вот так вот будет нормально. Вот, и потом вот это все дело, у нас тут шум, да, denoise есть, это все дело просто рендерим и используем. Да, в целом на этом у меня все. Всех наступающим. Всем спасибо, всем пока.